Что? Все позади. Расслабься. Эшли, что ты тут делаешь? Мы с тобой вместе, как и все пары. Но мы же не... Я не нужна? Нужна? Конечно, но... Что случилось? Мы влюбились. Что вообще может игра? Лишь подарить игровой экспириенс или же даже вызвать крайне сильную тяжелую эмоцию? С момента своего появления драма как жанр устоялась в умах писателей, поэтов, сценаристов и прочих деятелей. Сегодня без драмы не обходится практически ни одно произведение искусства. И даже в индустрию видеоигр она так или иначе пробралась, причем достаточно глубоко. Хорошо ли для игры быть драматичной? Достаточно сложный вопрос. В каких-то играх и правда хватает геймплейных механик, из-за чего о недостатке какого-то там сюжета ты даже и не задумываешься. При должном подходе даже из Тетриса можно сделать драматичную игру, но скорее всего это будет совсем неуместно для такого игрового жанра. Для меня драма — это всегда взаимоотношения между людьми, то, какие поступки они совершают, их конфликты, переживания. Потеря значимого персонажа в процессе повествования хорошей игры или фильма часто вызывала у меня самые сильные чувства. И не потому, что я больше его не увижу, а потому, что я не могу поверить в то, что это случилось именно с ним. Успех драматичной сцены во многом зависит также и от правильно поставленной музыкальной композиции. Лично мне во многих неплохих фильмах в самых драматичных моментах сильно не хватало музыки. Обычно драматичностью без музыки злоупотребляют авторы низкобюджетных фильмов. Весьма большой пласт игроков считают, что в играх нет места драматизму и кинематографичности. Лучше, чтобы было как можно больше интересного геймплея. А что если игра отлично сочетает все вместе? За примерами далеко ходить не нужно. The Last of Us, Metal Gear Solid и даже, к примеру, Inside, практически через сам геймплей, показывающие пробирающие до дрожи сцены. Существуют также игры, в которых отсутствие интересного геймплея перекрывает повествование и драматизм совокупности, например, игра Soma. Ты наблюдаешь за всем от первого лица и погружаешься в атмосферу игры за счет диалогов и найденных записок, которые даже после нескольких прохождений могут вызвать чувство сильной печали. Ну скажите что-нибудь. Мне и думать не хочется. Пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Я не хочу вас расстраивать. Хоть что-нибудь. Когда я была маленькой, то часто поднималась по ступенькам до самого верха здания. Я до сих пор помню, с какой силой надо было упираться рукой, чтобы открыть тяжелую стальную дверь. Когда я впервые осмелилась туда зайти, я вышла на крышу и смотрела, как над Тайбэем поднимается и оседает смог. Я встала на угловой уступ, и там, знаете, был такой теплый ветер, шевелил мне волосы. Солнце садилось, на улице наползала тень от высоких зданий. Толпа внизу струилась, как краска из-под кисти художника. С лотков торговцев воздух наполнялся запахами всей моей любимой еды. Я на какое-то время почувствовала небывалое единение со всем миром. Никогда еще я не испытывала такого сильного чувства внутреннего комфорта. Потом это чувство ослабло, но я еще много раз поднималась на крышу. Я не религиозна, но понимаю, зачем людям религия. Осознание своего существования сильно вдохновляет, пусть и не всегда. И вы по-прежнему чувствуете тот восторг? Даже сейчас? Сейчас все иначе, но мы еще живы. А какой смысл продолжать?
все пропало. Сома стала для меня одним из самых родных проектов. Я очень поверил в этот мир, и именно в этой игре мне реально становится грустно от того, что этот мир по сути умер. Сома — это вообще отдельный разговор, и об этой игре я в дальнейшем точно сделаю ролик. Или, например, один из лучших блокбастеров игровой индустрии — Call of Duty Modern Warfare, в котором даже несмотря на сильное обилие экшн-сцен, хватило места лютой драме, от которой могут даже слезы пойти. И они смогли сделать это что во второй части, так и в третьей. Район очищен. Все цели уничтожены. Подтверждаю, движение отсутствует. 2-6, занимаем маршрут ожидания. Голос, это Прайс, прием! Люди Шепарда напали на нас на свалке! Соуп, держи левый фланг! Шепард предатель, повторяю! Шепард предатель! Соуп, пригнись! И раз уж мы заговорили об Call of Duty, то я бы хотел просто напомнить вам об Infinite Warfare, которой многие так и не дали шанс, насмотревшись всяких блогеров, которые ее благополучно закопали. А на самом деле игра оказалась сильной драмой и отличным шутером про будущее и космос. Сеттинг, который в те годы так всем надоел. Вам хочется новой драмы? Так попробуйте же Infinite Warfare. Капитан, пора катапультировать! Нет, я нас вытащу! Столкновение неминуемо! Надо прыгать, сэр! Тревога, тревога! 1-1 прерывает полет! 1-1 в корпусе! Возмездие! Выходите из боя! Отступайте! Подходи еще несколько! По нам стреляют из всех орудий! Выходите из боя! Сейчас же! Нет! Мы вас не оставим! Крок! Уходи! Это приказ! Понял, сэр! Мы вернемся, Рейс! Ты слышишь? Мы тебя найдем! Попутного ветра 141. Капитан, Макс Капан. Меня задело в кабине. Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Капитан, что мне делать? Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Нет, нет. Ты мой брат, Итан. Ваш говорящий брат — робот? Именно так. Тогда я красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Похоже, вот и все, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Не отключайтесь, сэр. Сэр. Капитан. 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 А вы помните конец второй «Мафия»? Да, в массе принято ругать эту часть и больше любить именно первую, но я проникся именно второй. Ты практически всю игру проводишь со своим другом, который много чем тебе помог, а в конце его просто забирают у тебя. Ты словно сам ощущаешь эту потерю. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали!
Навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Так что там за тайны? Эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил. Можете считать меня совсем странным, но от концовки Life is Strange я плакал сильнее всего в своей жизни. Если, конечно, не считать кинематограф. Сам не пойму, как так вышло, но я как будто близкого человека потерял, которого очень сильно любил. Помню, как закончил эту игру под утро и ближайший час или два не мог уснуть из-за того, что просто лились слезы, и на душе было просто ужасно. И такое со мной смогла сделать игра. Игра Карл. По-моему, Life is Strange практически идеальное интерактивное кино. Просто оно не для всех. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs.
Ну и напоследок та самая концовка. Одной из лучших игр игровой индустрии, которую многие просто отказались даже увидеть. Здесь даже говорить ничего не нужно. Она просто замечательная, но максимально тяжелая. Пока писал эти строки и вспоминал момент, снова наворачивались слезы. Как эта история началась на Элли и Джоэле, так она и закончилась на них. Что пьешь? Кофе. А где взял? У тех ребят на прошлой неделе. Стыдно признаться, во что он мне обошелся, но пить можно. Я бы разобралась с этим. Я знаю. И прекрати уже доставать Джесси насчет меня. Ладно. Дина. Она твоя девушка? Нет. Нет, она просто один поцелуй ничего не значит, не знаю. Зачем она так? Она тебе нравится? Как глупо. Слушай, я без понятия, чего она там хочет, но с тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козел. Я не пытаюсь тебе... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Да. Я просто вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Спасибо. Увидимся. Да.
по-моему, идеально. Музыка правда решает. Вы просто представьте большинство душераздирающих моментов без саундтрека. Будет ли так грустно? Вообще драматичных и замечательных проектов гораздо больше, о которых я бы с вами хотел вспомнить, но вы же понимаете, что видео очень сильно затянется. А какие моменты для вас стали самыми тяжелыми в играх? Есть ли место драме в игровой индустрии?